дорогие подписчики и гости канала, с вами Таша Муляр. Сегодня будем печь блины. Масленица ведь, точно. Почему я с тыквой? Нет, мы не будем делать блины с тыквой. Просто масленица, она исторически ассоциируется у всех с солнцем. Да? Это такой традиционный православный праздник, который знаменует окончание зимы, наступление весны, наступление Великого Поста, да, и поэтому вот эта тыква у меня такая, это я ее на даче, кстати, вырастила, она у меня, представляете, всю зиму лежит вот так на подоконнике и не засохла. На мой взгляд, она очень с солнышком ассоциируется, поэтому захотелось взять в руки такую радостную тыкву, если, видите, уже по-летнему. Хочется весны, хочется блинов, вот и будем печь блины. Прежде чем мы будем печь блины, хочу попросить вас поучаствовать в вопросе. Сейчас будет наверху ссылочка. Ответьте мне, пожалуйста, с чем больше всего любит есть блины ваша семья? Ну, просто интересно, я сравню со своей семьей. Ну, вот так, ответьте, пожалуйста. Ну вот, блины мы сегодня будем печь по рецепту. Его во многих местах пишут как рецепт Татьяны Толстой, писательницы. Я по нему уже много лет готовлю. Очень хорошо получается. В блинах, так же как и в оладьях, и в сырниках, важна что? Стабильность рецепта. То есть, если соблюдать четкие пропорции и ингредиенты, блины всегда получаются хорошие. Мы будем делать заварные блины, потому что тесто будет завариваться кипятком. Сейчас я вам последовательно покажу весь процесс, ну а потом мы будем жарить блины, декорировать их и пробовать. Поехали! Ну, на блины набор продуктов не затейлив, да? Мы берем порцию, где-то получается, в зависимости от размера вашей сковороды, будет от 16 до 20 тонких прекрасных блинов. 2 яйца, стакан муки, стакан молока, стакан кипятка, соль и сахар. Если вы любите их делать чуть сладковатыми, можно без сахара. Ну и растительное масло. Я буду делать сейчас двойную порцию, предупреждаю. Я делаю двойную порцию, поэтому у меня 4 яйца. Что-то прям какая-то скорлупа нежная. Так. Ну все, сейчас чуть-чуть посолим. Надо взбить в пену. И потом в эту пену будем добавлять кипяток. Соответственно, на 2 яйца 1 стакан кипятка. Не бойтесь, ничего страшного от кипятка не произойдет. Я когда первый раз делала, была в ужасе, как можно в яйца добавить кипяток. Мне казалось, что они заварятся. Вот увидите, что ничего страшного не произойдет. Здесь с вами 4 яйца, так как я делаю двойную порцию, 2 стакана молока и 2 стакана кипятка. Теперь мы сюда добавим с вами муку, подсолнечное масло и будем это жарить. Получилось тесто, видите, оно жидкое, пусть вас это не пугает, все должно быть с ним нормально. Сковородку мы уже разогрели, у меня чугунная сковорода, я уже ей лет 6 пользуюсь, она, видите, небольшого диаметра. Мне нравится, когда блинчики вот такие поменьше, когда они очень большие сковородки, но у меня не очень получается на них переворачивать. Вот, первый раз я ее смазываю, потом уже последующие разы не буду смазывать. Наливаем наш блин. Вот видите, он какой. Вот мы даже добавим немножко. Такой прямо сразу зашипел, зашипел, зашипел. Ну вот, переворачиваем. Ну, как вы видите, вопреки обычным, первый блин не комом. Ура! Ура! Первый блин у нас с вами готов. Я вот так топлю масло и смазываю потом его сливочным маслом. Да? Некоторые куском, некоторые там луковицей. Я вот по-современному кисточкой. Огонь уменьшаем уже, видите, зачадила сковородка. Огонь уменьшаем. Ну и, в общем, продолжаем в том духе, пока у нас не получится с вами стопка. Видите, дальше я уже сковородку не смазываю.
Смотрите, какой дырчатый получается наш красавец. У нас блины пекутся, чтобы мы с вами не теряли время, да. Хочу вам показать рецепт, ну вот для сервировки, с чем подавать блины, да. Сделаем такой малиновый конфитюр. У меня вот мороженая малина, здесь, наверное, грамм 200. Вот она тут у меня оттаивает уже в ковшике, видите. Вот, добавляем сюда сахар, ну, по вкусу, кто сколько любит. Я люблю много сахара, поэтому и худею, наверное. Вот, добавили сахар. Ну, там попробуйте, да, как вам по вкусу нравится. Мы, в общем, с вами делаем малиновый соус. Вот, не знаю, если в других городах, в Москве есть такая сеть кофеин «Шоколадница». Там есть блинчики с малиновым соусом. Очень многие их любят. Далее берем вот чайную ложку крахмала. Чуть-чуть разводим водичкой. Это для того, чтобы нам... Все-таки мы же соус делаем, да, нам надо, чтобы он погуще получился. И добавляем к нашей малине. Вот. И все это буквально такая 5-минуточка у нас с вами получается. В процессе не забываем про наши блины, которые нужно снимать. Вот, смотрите, какие красавчики. Смазываем их маслицем. Да, все, видите, у нас тут с вами многозадачность наш конек. Все кипит, шкварчит. Блины пекутся. Масленица приближается. Ура, ура! Главное что? Главное это настроение. Когда с настроением готовишь, все вкусно получается и с удовольствием употребляется. Вот так. Ну, вот такой, смотрите, какой красивый, густой у нас получился конфитюр, да. Прошло 5 минут. Вот он сварился, загустел, кисло-сладенький такой. Вот и мы и польем наши блины, сметанки добавим. И стопочка блинов у меня тут постепенно растет. Посмотрите, какие красивые, солнечные, масляные. Ням-ням. Ну вот, дорогие мои, у нас с вами получились блины шикарные. Конфитюр малиновый, блины с малиной и сметаной. Ну, также можно их подавать и с селедкой, да, это вы все сами без меня знаете, и с икрой. Блинов у меня получилось, наверное, в 2 раза меньше, чем должно было быть, потому что их таскали у меня. С 3 мужчинами в доме, конечно, трудно напечь стопку блинов даже для видео. Вот, ну, я думаю, что они получатся у вас такими же вкусными, ароматными и аппетитными. Ну а сейчас вам за бонус, что столько времени были вместе со мной и пекли блины, веселая масленичная частушка от меня. Вы, мальчики, стоите, что вы гогочите, вы, наверное, как и я, блинов с икрою хочете. Масленица, мы зимой прощаемся, на лыжах катаемся, блинами объедаемся. Масленица, мы зимой прощаемся, на горах катаемся, блинами объедаемся. Веселой масленицы!